Пес стоял неподвижно под падающим снегом. Его дыхание тянулось изо рта густыми клубами пара, которые мгновенно исчезали в ледяном воздухе, как искры из костра в сильный мороз. Тело его было напряжено, будто каждая мышца держала его на плаву в холодной безысходности мира. Это был не просто бездомный пес. Он казался частью пейзажа, укоренившимся в этом заснеженном промерзшем мире, словно охранял некую тайну, святость и тишину того пространства, которое редко замечают люди. Его шерсть местами побелела от снега, на спине появилась ледяная корка, хвост был прижат к лапам, как у зверя, который решил не двигаться и ждать сигнала. Он не двигался. Собаки редко ведут себя так, особенно в этом жестоком мире улиц. Они либо метутся в поисках пищи, либо прячутся от ветра и холода в норах и под навесами. Но этот стоял один, молча, в центре пустынного, заснеженного поля у края горной дороги. Возле него лежала старая полуразвалившаяся картонная коробка, обледеневшая и почти незаметная в сугробах. Все внимание животного было приковано к ней. Ни звук, ни движение, ни проезжающая машина не могли отвлечь его. В его взгляде было нечто такое, что невольно заставляло останавливаться каждого прохожего, кто видел этот силуэт среди белого холста. Но никто не останавливался. Машины проносились мимо, спеша по делам, водители бросали короткие взгляды и тут же отворачивались, метель усиливалась. Ветер завывал между склонами, снег ложился плотными слоями, как холодная пелена над миром. Далеко внизу, в деревушке Оук-Ривер, пахло дымом и глинтвейном, а здесь, на высоте, царила ледяная, беспощадная тишина, словно сама земля прятала ответ на некий древний вопрос. Только один человек, пожилой почтальон по имени Гарри, заметил это странное зрелище. Он проезжал по этой дороге каждый день, знал ее вдоль и поперек, и в этот раз что-то внутри белого поля остановило его. Сначала казалось, что это иллюзия, игра света во время снегопада, но он все же притормозил. Его старый внедорожник замедлил ход, включил аварийку и остановился на краю дороги. Собака по-прежнему не сдвинулась. Лишь чуть повернула голову. Гарри вышел из машины. Снег хрустел под ногами, порыв ветра ударил в лицо, и он закутался плотнее в свой шарф, будто теплый узелок мог защитить от холода и отчаяния. Он медленно подошел к животному. «Эй, дружище», — тихо пробормотал он, словно обращаясь к старику в самом себе. «Что ты тут делаешь?» Он ожидал, что пес испугается, убежит или прячется, найдет укрытие в сугробе, но зверь не шелохнулся, только поднял одну лапу и положил ее на край коробки. Этот жест был почти человеческим и говорил без слов о доверии, о том, что он ждет от мира. Гарри опустился на колени. Его сердце холодно стыло в груди, а дыхание стало медленнее, как будто он сам входил в замерзшую симфонию природы. Внутри коробки, прижавшись к старому полотенцу, лежал крошечный котенок, полностью обессиленный. Он был мокрый, дрожащий, весь свалявшийся, будто кто-то просто бросил его в холодную бездну без единого шанса на спасение. Его усы были в инее, шерсть липла к бокам, он не мяукал, у него уже не было сил. У собаки не было ни ошейника, ни бирки. Ее шерсть свалялась, а одна лапа кровоточила. Раны, полученные в пути, возможно, где-то в глубине города. Но, несмотря на все это, она осталась. Более того, она, похоже, принесла коробку сюда сама. Протащила по снегу, будто пыталась принести прошлое к людям, которые могли увидеть и понять. Гарри окинул взглядом окрестности. Следы на снегу вели только от леса к дороге. Один путь, один пес.
Он бережно завернул котенка в свой теплый шарф, и глаза Гарри наполнились слезами, хотя он пытался держать лицо спокойным. Было очевидно, времени у них немного. Оглянувшись на собаку, он негромко сказал: «Ты с нами?» И та без колебаний запрыгнула в машину. Не из страха, не из желания согреться. Она просто не могла оставить котенка. Клиника в городе находилась в 40 минутах езды. Гарри гнал так быстро, как только позволяла метель, чувствуя, как каждая секунда на весах жизни того малыша и его спутницы, ветеринарная команда встретила их на пороге. В считанные минуты они начали спасать крошечное существо. Гипотермия, обезвоживание, истощение. Врачи боролись за его жизнь, подключали капельницы, помещали в инкубатор с подогревом. А рядом собака, которую сотрудники назвали Рокки, легла прямо перед стеклом. Пёс не ел, не пил, только смотрел. Целые сутки не отходил ни на минуту. Его глаза неотрывно следили за каждым движением Зары. Так назвали котенка. Он словно считывал, жива ли, дышит ли. На третий день Зара открыла глаза. Сначала слабо, еле осознанно. Потом попыталась приподняться. Ветеринары затаили дыхание. Она выжила. Маленькое, почти бессильное существо сделало первый шаг и тут же ткнулось носом в стекло, ища Рокки. Когда их воссоединили, это был момент, который никто не забудет. Зара прижалась к псу, он обвил ее своими лапами и, кажется, впервые за все это время позволил себе уснуть. Спокойно. С доверием. Он выполнил свою задачу. Историю выложили в интернет. Фото, где Рокки лежит, обняв Зару, а за окном все так же идет снег, разлетелось по соцсетям. Люди писали письма, предлагали помощь, плакали. Мир вдруг замер от чего-то настоящего. Не фальшивого, не выдуманного, просто пёс и котенок. Один не позволил другому умереть. Люди увидели в этом то, чего часто не хватает — верность, необъяснимую, инстинктивную, молчаливую любовь. Позже Рокки и Зара были усыновлены женщиной по имени Марта. Ее муж умер год назад, и дом стал тихим, пустым. Когда она увидела их фото, она сразу поняла — она должна быть с ними, не просто из жалости. Они были тем, чего ей не хватало. «Они спасли друг друга», — сказала она журналистам. «А теперь спасают меня». Сейчас они живут в уютном домике у подножия гор. Камин потрескивает. На полу мягкий плед. Зара спит на широкой спине Рокки, мурлычет во сне. А он по утрам садится у окна и смотрит на падающий снег спокойно. Без страха. Он помнит. Не состраданием, с достоинством. С тихой уверенностью, что даже посреди зимы, даже в одиночестве, можно сохранить тепло. Можно остаться. Иногда самый храбрый поступок — не броситься в бой, не спасать мир. Иногда это просто не уйти. Это стоять, молчать, согревать, не требовать. Быть рядом. В мире, где многое разрушается и теряется, где слишком часто бросают, история Рокки и Зары напоминает, иногда настоящая любовь — это дрожащая собака, стоящая в снегу, это лапа на коробке, это взгляд полной решимости. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.